Шрипад Вайкханас Махарадж рассказывает о Мадхуване, месте, которое сегодня Парикрама посещала. У Раваны было особое божество Варахи, оно хранилось на Шри-Ланке, и Рама забрал это божество и отдал его Шатругне, и сказал, что это божество не отлично от меня. Возьми это божество, и ты никогда не будешь испытывать разлуку со мной. И, в общем, там этот демон был, Мадху, которого никто не мог победить. И Шатругне пришлось сражаться с ним. Его не мог победить, этого демона, даже Господь Шива. Так же, как Господь Брахма однажды дал Хираньякашипу благословение, таким же образом Лаванасуру, но они могли этого сделать. И этот Лаванасура прятался в своей пещере. И Шатругна стоял у пещеры. Шатругна весь сиял, красивый был. И он бросил вызов Лаванасуре, сказал: давай, сражайся со мной, если ты не боишься. Он сказал: хорошо, я сражусь с тобой, только дай-ка я возьму свое оружие в пещере. Шатругна сказал: ты кто, шатри или кто? Сразу же сражайся. И, в общем, они начали сражаться с Лаванасурой. Тот пытался зайти в пещеру, но Шатругна не пускал его. И это долгое время длилась эта битва. И она была такая ожесточенная. И потом через 7 дней, в самом конце, особые 2 стрелы у него было от Господа Рамы. И эти 2 стрелы помогли победить демона Лаванасуру. И в Мадхуре, в большом храме, было установлено в итоге это божество Варахадева, и Шатругна, он стал царем Мадхуры. Много мест было. В Талаване мы были, там, где убили Денукасуру. Тоже хорошая история была. А также мы сходили куда? Какое место? Кумудван. Он обращается к Прабхуджи: вы что-нибудь знаете про Кумудван? Прабхуджи говорит: нет, ты закончи сначала. Он говорит: да, все, я закончил, Джай Примананда Прабху. Прабхуджи говорит: это кунда, там очень много лотосов. Саки ходили, собирали эти цветы, и потом делали гирлянды для Кришны. Кришна сказал: нет, в лотосах есть мед. И у меня вся грудь, видимо, будет в меду. И вот так вот у него действительно от этой гирлянды все благоухает. А мед, на самом деле, если вдыхаешь, он охлаждает. А старое тело станет как амрита. Если какие-то проблемы есть, болезни, какие-то порезы, рубцы, немножко медку туда, и все. И также, например, на глаза льют мед. Тоже лечит.
Но мед с лотосов еще более могущественный. Гопи собирали именно этот мед. И так они поклонялись Кришне. И саки тоже. Шукрачарья, он тоже использовал амриту с этим медом для того, чтобы оживлять демонов. Кришна сражался с демонами, или какие-то были проблемы. Кришна приходил в Кумудван, собирал этот мед с лотосов. Саки собирали. И тогда от этого меда тело и ум все становилось как мед нектарным. И там много кунд, не одна. Сейчас 1, 2, 3, а тогда это был большой свежий сад. Шрипад Вайкханас Махарадж продолжает. Там был Чайтанья Махапрабху, там его отпечатанные столбы очень красивые. И там также находится храм, который установил Шрила Бхактидайта Мадхува Махарадж, очень хороший храм. Не очень много людей туда ходит, но очень красивое место. Я хотела еще рассказать одну историю красивую. Она очень сладостная история. И на самом деле я хочу, чтобы сейчас хоть всю ночь Шрипад Премананда Прабху рассказывал про Кумудван. Что в Талаване было? Прабхуджи говорит, после Талавана в Кумудван были сакеры, очень устали, и Кришна устал. Это была большая битва там с Денукасурой. Его, конечно, убили, этого демона, но сколько с ним сражались. И запах от этого демона какой исходил ужасный. Это потел демон, запах исходил от него ужасный. А потом пошли в Кумудван. Вот Махарадж говорит, вот теперь раскрыта тайна Кумудвана. По пожеланию Йогамалы, однажды пастушки, они как-то ушли, и демон напал на них. Какой демон? Демон голода на них напал. И они были в беспокойстве. Иногда, знаете, доносится очень прекрасный аромат. Там в лесу были большие деревья, и они были с фруктами. И очень-очень сочные фрукты. И пастушки хотели их попробовать, но этот сад принадлежал только Камсе. И защищали его Денука, такие демоны в облике ослов. Не думайте, что это демон Денукасур, что он был каким-то обычным ослом. Он был огромным. Просто его окружали ослы. Да, мы уже много раз слышали, что там... And then all of a sudden, some demon comes from the sky and, he eats a chariotna. Махарадж говорит, вот сейчас, представляете, демон тут спустится и будет сейчас Ачарью съест, Гакула съест. Что будете делать? В общем, Денукасур был такой. Денукасур олицетворяет собой невежество. Он не разрешал никому пробовать эти фрукты. Бхактивинода Тхакур рассказывает, что
Поэтому Дхянукасуру можно судить о процессе бхакти, то есть степень привязанности к Рагануга Баджану. Люди, которые говорят, нет, вы не должны читать эти книги, вы не должны слушать эти лекции. Если кто-то так делает, пытается проверять ваше общение с квалифицированными преданными, вы должны знать, что в их сердце есть эти анархи Дхянукасуры. И эти анархи также есть в вашем сердце, если вы последователь Дхянукасура. И вообще, это было место с прекрасными фруктами тала. И Баларама подошел, там был огромный ствол, и он его прямо обнял, это дерево, и начал трясти его, тряс его. И начали плоды падать с дерева. Вот так вот он тряс его, а затем демон это все услышал и раздал такой звук. Храпел. Да, он храпел, а потом услышал. Ах, кто-то в лесу. Очень эмоционально описывает Махарадж. И, в общем, подскакал он к этому месту и смотрит, там Баладева и Кришна трясут изо всех сил дерево. А пастушки, они собирают эти фрукты. И этот демон заревел и понесся еще быстрее. И он взял Баладева и ударил его в грудь, а Баладева ничего не было. Вот этот осел так закричал и снова побежал на Баладеву. И вообще, а он его взял, Баладева, за хвост раскрутил и очень далеко закинул. И у него там, говорит, из этого осла, из испражнения и кровь, все из него тут выходило еще. И, в общем, он упал на верхушку дерева. Испражнения и кровь, и все это дерево падало. И все эти ослы еще тоже подбежали. Пытались эти ослы Баладеву и Кришну побить. Много ослов там было. Один за другим ослы, они в итоге оказывались на вершине дерева повсюду.
И теперь мы возвращаемся к нашей теме беседа Махапрабху Шрила Рупа Госвами, как прогрессировать в бхакти. Кто-нибудь что-нибудь помнит? Говорит лес рук, по-русски говоря. 4 вида иллюзий существует. Асат Кришна, слабость сердца, как называется Хридой Дурбалья. Одна есть оскорбление вайшнавам, апарадхи, да, правильно. Я думаю, утром более подробно расскажу это. Это говорит читание Махапрабху. Какие-то сорняки вырастают рядом с лианой бхакти. Хорошо. То есть наше поведение какое-то бывает плохое. А также лицемерие, а также убийство животных. Также к нежелательным вещам относится придавание большой важности мирскому. Вы на самом деле хотите достичь совершенства? Если вы действительно хотите этого, говорится, что в нашем сознании Кришны не как в институте, не как эта группа, та группа, а вообще в принципе сознание Кришны в глобальном смысле. Люди, которые занимаются неблагоприятной деятельностью, никогда не будут, никогда не обретут совершенство. А те, которые следуют правильному процессу, они уйдут обратно к Богу. Здесь в Вриндаване очень легко следовать этому. Но когда мы отправляемся на Запад, знаете, иногда люди, которые возвращаются на Запад, там они испытывают очень большой стресс. Мы не должны так делать. Затем говорится кутинати. Кутинати не может удовлетворить душу и ум, и тело. Therefore, our dealings should always be straightforward and approved by Vedic authorities. If we treat people diplomatically or duplicitously, если человек ведет себя лицемерно, тогда у него будут большие проблемы в духовной практике. Don't lie to people to try to manipulate them. Don't mislead people to further your own selfish ambition. Не пытайтесь манипулировать людьми, не пытайтесь свои амбиции удовлетворить в общении с другими, не приносите другим боль. Но что такое лицемерие? Это когда вы свои эгоистичные желания навязываете другим, не делайте так. А затем говорится об убийстве животных. Говорится, что если вы так делаете, вы станете врагами этих животных.
7 биллионов людей в мире, и также 7 биллионов животных в год убивается ради питания. Сколько это боли. Карма, согласно карме, за все придется платить. Так называемые лидеры в сознании духовном бывает, что они не знают, как правильно развиваться. В каждом обществе пытаются только прославлять сон, еду, встречи, общение. То есть все на самом деле хотят только еще больше экономически развиваться. И некоторые лидеры говорят что-то, а другие верят им. Глупые люди идут от одной группы к другой группе, но никто не будет удовлетворен, потому что это никогда не удовлетворит душу. Даже если вы соберете все богатства Вселенной, это не сможете удовлетворить ни одного человека, потому что материальное удовлетворение никогда не насытит душу, а мы души. Поэтому все, что мы испытываем, должно быть на духовном уровне, иначе ничто не принесет нам счастья. И если вы будете только сосредотачиваться на своей мирской деятельности, вы никогда не обретете счастья. Нужно, как говорится, с утра повторять святое имя все вместе, поклоняться Туласи, божествам, помнить о Кришне, Вриндаване. Это все простая деятельность, очень простая. Простая одежда, простая пища. Тут нет больших телевизоров, танцев, собачьих танцев, как они там танцуют. Махарадж показывает. Мы тоже танцуем, но не так. Так, основное говорится об основных принципах, о нежелательных сорняках. И то есть получается, что когда эти сорняки вырастают, они берут на себя всю питательную влагу, или она усыхает. Итак, как же нам прогрессировать? Мы молимся, когда мы повторяем святое имя. Вначале это как аппаратха. И только когда... когда вы знаете, что бывают такие аппаратхи, вы будете сознательно стараться избегать их. И будете думать, я не хочу этого материального, я хочу следовать наставлениям, будете думать уже, пожалуйста, Господь, освободи меня. Так, есть два уровня аппарат. Что-то вы сознательно выполняете. Но если вы повторяете святое имя, и что-то без желания приходит к вам, из-за невнимательности или слабости, и это стадия нама-абхаса. Это мы пытаемся делать в самом начале. А затем уже благодаря такому повторению сможем очищаться от анарт. Постепенно,
И однажды Шудханама придет, и тогда мы действительно будем очень быстро развиваться в бхакти. Итак, говорится, все эти сорняки также были описаны Шри Бхактисиданта Сарасвати Такуром Прабхупадой. Иногда кто-то начинает привязываться к чувственным удовольствиям. Постарайтесь вот прямо с сегодняшнего дня, о Гурудев, о Махапрабху, о Рупа Госвами, о все наши ачари, помогите мне избегать этих оскорблений. Также есть майявади, кто-то верит в силу йоги, кто-то очень привязан к материальной деятельности. Они могут достичь материального совершенства. Кто-то хочет на какие-то планеты попасть, кто-то хочет стать мистическим йогом. Кто-то, почему-то люди не думают, что я буду совершать служение, они думают, нет, я просто хочу летать в небе. Или какие-нибудь ситхи, чтобы я мог воровать где угодно, чтобы меня не видели. Чтобы я мог менять свою форму. Знаете, это все йоги, мистики такое могут. И некоторые люди стремятся получить такие ситхи. Кто-то, развиваясь в бхакти, хочет уже какого-то положения в этом же обществе. Думает, о, я хочу, чтобы меня все почитали, чтобы я был таким возвышенным вайшнавом. Это все на самом деле нечисто. Это только показуха, а не преданное служение. Кто-то приходит к какому-то так называемому гуру, принимает какую-то династию, касту. Все это внешнее. Кто-то также может думать, это индийский вайшнав, это европейский вайшнав. Если так вот видеть вайшнавов, это считается оскорблением. Когда в Джайавадхарме Саньяса Такур встретился с Чандравой, видимо, из Майпура, и они приняли его как Гьяна Вайшнава. Но этому человеку сказали, никогда не рассматривайте вайшнава с какой-то позиции. Они всегда трансцендентны, нельзя на них смотреть как представители какой-то касты. Как вайшнава можно на них смотреть только потому, как он повторяет Святое Имя, на каком уровне он находится. Дальше говорится, кто-то может на Харе Кришна и на Шримад Бхагаватам пытаться делать бизнес. Также в Джайавадхарме гуру Враджанатхи, он говорит, Враджанатхам был очень-очень квалифицированным браманом, и он знал Бхагаватам. И он поддерживал себя тем, что проводил катху по Бхагаватам, Бхагават-саптаху. То есть браман, и это занятие для браманов рассказывать Харикатху.
но говорится, что это плохо. И с тех пор Раджанатха решил, что я больше не буду так делать. Вайшнавы, настоящие вайшнавы, они просто проповедуют. Они не пытаются зарабатывать деньги на Харикатхе. Они не пытаются вдохновить людей, дать им какое-то пожертвование. Это не противоречит принципам просто устроить какой-то большой праздник или собрание. Но проповедь и распространение святого имени — это хорошо, но только если вы не делаете на этом бизнес. Потому что это не то, что я устрою праздник, и на этом заработаю деньги. Это не бхакти. Also, one may become a cheap Vaishnava by trying to chant in a secluded place for material adoration, or one may desire mundane reputation by making compromise with non-devotees concerning one's philosophy or spiritual life, or one may become a supporter of hereditary caste system. This one about о чем тут говорится? Делать компромат на непреданных. Кто, например, нравится половая жизнь или делать деньги, а я буду им говорить, что если вы будете практиковать бхакти-йогу, у вас будут и деньги, и женщины, и все остальное. And actually, the Bhagavatam says, "Kama sarva kama bha moksha kama udaradi." Tivrena bhakti yogani jaita purusham param. Anybody with no desires, all desire for liberation, just take the bhakti. Кто говорит, что у кого-то есть желание достичь совершенства, не проповедуйте, что, совершая бхакти, вы исполните свои материальные желания. Нужно очень четко объяснять, что такое бхакти. И тогда у вас будут настоящие последователи. Не то, что просто какая-то толпа, которая просто хочет исполнения своих желаний. У вас будут настоящие последователи, которые хотят духовного счастья. Не нужно поддерживать материальные желания людей, иначе вы станете дешевым последователем, материалистом. Очень немногие люди ищут бриллиантов в магазинах. И то есть мы раздаем вот эти бриллианты, алмазы духовные в своей проповеди. Мы не раздаем дешевку. Не каждый будет ее принимать. Мы даем самый высший процесс любви к Богу, который может сделать вас и внешне, и внутренне полностью счастливым, который даст вам отношения с Всевышним. Зачем говорить еще что-то другое? Это так уже прекрасно само по себе. Поэтому не нужно никакой дипломатии, не нужно делать дешевку из процесса бхакти. Не становитесь материалистами. Завтра более подробно поговорим об этом. Теперь на этом я заканчиваю.
Прабхуджи говорит, 7 часов арати уже. Махарадж говорит, теперь я лицемерный обманщик. Тут Приманда Прабху океан нектара сидит, а я рассказываю. Прабхуджи говорит, читание Чаритамрита в Шримад Бхагаватам, расскажите, мы послушаем. И, в общем, завтра продолжим про эти сорняки. Когда вы их видите, нужно сразу их срезать, вырывать с корнем. И тогда бхактивата ваша будет спасена. Она будет расти. И тогда вы приблизитесь к лотосным стопам Кришны. А когда плод вашей зрелости, преданности созреет, тогда в общем, красиво как-то Махарадж там рассказывает, все хорошо будет. И Кришна вкушает этот плод любви, который вырастает на нашей ляне преданности. Some mundane sex or the acquisition of mundane money. Just because that's what people's goal is, the best preaching is to say, this kind of goal has ruined the world. It's ruined people. It's made them so unhappy. Everybody's on the treadmill of life. Говорить о том, что золото это просто пустышка. Все люди в этом мире, они только бегут за этим золотом. Покупают очень дорогую одежду, машины. Я буду работать, зарабатывать на большой дом, на эту дорогую машину, дорогую одежду. Но все, что вы делаете, на самом деле рабство. Никто не испытывает счастья в этом рабстве. Это просто попытка что-то ухватить. Как глупые ослы за морковкой идут, но никак не могут ее ухватить. Тащат на себе этот тяжелый груз. И все это впустую. Вот так люди работают в мире. Шрипада, когда кто-то брал у него интервью, он говорил, ну, вы же ничего не делаете, вы просто повторяете, танцуете, и вы живете так хорошо, счастливо. Он говорит, да, Кришна всех поддерживает, можете тоже вместе с нами повторять это имя, танцевать, стать вегетарианцем. Какая проблема? Все могут прийти, Кришна всех поддержит. Этот корреспондент сказал, что тогда теперь, если весь мир к вам придет, никто работать не будет? Он говорит, нет, полно таких глупцов, как вы, которые будут всегда трудиться в поте лица ради бесполезного. И вот это то, что происходит в нашем мире сейчас. Когда я пришел к Гурудеву, это был один из первых вопросов. Когда мой гуру ушел, в обществе хаос творился, непонятно, что происходило, и я боялся, что произойдет, если Гурудев уйдет. Он сказал, на этой планете всегда существуют чистые преданные, всегда.
purifying by their activities. И они все Hearing, очищают chanting, своими поступками. remembering, and other forms of Они devotion. повторяют Святое Имя и практикуют другие составляющие преданности. И если ты будешь следовать им, тогда ты получишь благо для себя. Stop here. На этом я заканчиваю. And he says to taste the fruit of Говорится, devotional service in вкусить the плод Vrindavan преданного is the highest служения perfection на of Галоке life. Вриндаване. And in Это the высшее presence of such совершенство жизни. perfection, the four material perfections, religion, economic development, sense gratification, and liberation, are Простоители, very вот эти 4 основные insignificant achievements. цели жизни, And if они they weren't, абсолютно none of you ничего would не be here. стоят. Because you had opportunity to taste all these things already. Потому что... And you А found вы them сейчас lacking. здесь, потому что So вы now уже the все question is, испробовали. will you do bhakti in the right way so that you get the real taste? Or Вы will we fall практикуете victim to offenses бхакти, and thus gradually become attracted and illusioned again and go back to those потому что у вас inferior развился tastes? вкус. Но если вы будете Bhakti что-то делать dynamic. You always неправильно, have to go у вас forward. будет If you're развиваться not moving обратный forward, вкус you're к moving мирскому. backwards. So chant, Поэтому hear, remember, повторяйте, perform all of our limbs пометуйте, of bhakti in a very практикуйте positive все составляющие and proper бхакти way. And our правильным attention образом. is very much guaranteed. Guaranteed. So Тогда вам stop совершенство here. обеспечено. На этом я закончу. Все. Go Хорошо. on. Premanande. Бхактинанда и Хри Хри Бол. Прабхуджи не было времени сегодня, чтобы он катху дал. Не хватило времени.